Друзья, приветствую вас на канале, на котором я обозреваю автомобиль Chevrolet 6 третьей генерации. В этом выпуске некоторые обновления по эксплуатации автомобиля. Вопрос, который сегодня хотел бы рассмотреть, он сам по себе не новый, уже и поднимался, и обсуждался, и я о нем уже рассказывал. Но в моем случае только подошло время к его решению. И как это сделать? При достижении 120 км в час автомобиль начинает издавать звуковые сигналы, предупреждающие о том, что якобы уже идет превышение скорости. 10 звуковых сигналов. И казалось бы, ничего, можно, может быть, и потерпеть, но по факту, когда ты едешь в дороге, в разных условиях трассы, когда особенно в потоке тебе приходится делать обгоны, совершать торможения, постоянно граница 120 километров плавает. То есть ты едешь, как сейчас, чуть меньше, потом тебе нужно набрать, и опять начинаются звуковые сигналы. И их всегда 10. Допустим, опять до 118 сбрасываю, делаю набор скорости. Это снова повторяется. И такая ситуация, конечно же, неприемлема. Изначально в автомобиле по умолчанию нет возможности отключения звукового сигнала. И я хотел бы подробно объяснить, как это сделать, потому что появляются много новых владельцев. У людей и так голова забита другими вопросами. И так у них масса информации по автомобилю, как сделать это, как сделать это. Поэтому хотел бы записать такое руководство. Для того, чтобы отключить этот звуковой сигнал, необходимо обратиться на обслуживающее СТО, именно на станцию технического обслуживания, на сервис, где производят замену масла и похожие работы. Именно там этой процедурой занимаются. Они подключают компьютер к вашему автомобилю, вносят изменения некоторые в программе, и потом появляется возможность двигать этот ползунок или же вовсе его отключать. Можно будет установить на скорость 150 км в час, или же 140, или 130, либо же вообще отключить. Процедура следующая. Вам необходимо обратиться в сервисный центр и задать этот вопрос. Работники сервисного центра связываются с киевским главным сервисом. Киевский по вашему ВИН-коду формирует прошивку, отправляет назад на сервис, и вам ее там устанавливают. Вот такая процедура. Поэтому, чтобы вы четко знали, что зачем. Значит, вы обращаетесь, отправляется ВИН-код, формируется новая прошивка, присылается назад на СТО. Мастера путем подключения компьютера вносят изменения. Сама процедура занимает ровно 1 минуту и примерно 30 минут ожидания самой прошивки. Если же вы приедете и обратитесь в киевский сервисный центр на Бориспольской, там вам обещают сделать за минуту. И вот снова. И так всю дорогу может это продолжаться. Конечно же, безусловно, нужно решать. Почему я так делаю поздно? Во-первых, так сложились обстоятельства. Во-вторых, в моем городе эту процедуру сделать не могут. На сегодняшний момент точно мне известно о 2 местах, где это могут сделать. Их гораздо больше, но мне известно точно о 2. Это Киев и Запорожье. В данный момент я направляюсь на сервисный центр в Запорожье. Вчера позвонил, сегодня на 9 утра пригласили. Очень вежливо, оперативно. Посмотрим, как будет дальше.
И пока еще нахожусь в дороге, основной вопрос не решен, хотел бы рассказать один еще как бы сопутствующий момент, который особенно новым владельцам будет интересен. Существует два варианта программного вмешательства в автомобиль. Изменение прошивки, изменение программы. Первый – это то, о чем я рассказал, когда на сервисном центре, на СТО, назовем его так, путем подключения компьютера вносятся изменения и снимаются ограничения. Второй вариант прошивки, назовем его условно прошивка мультимедиа. Изначально я забрал, допустим, автомобиль с одной прошивкой, потом через примерно 2-3 месяца изменил, поставил обновленную прошивку, и недавно, тоже спустя 3 месяца, еще вышло одно обновление, и тоже оно мне было установлено. Первый раз, когда я делал прошивку, очень сильно улучшился звук. Прямо после прошивки, включив музыку, я услышал более глубокие басы, весь спектр частот стал гораздо интересней, приятнее стала музыка. Появились какие-то мелочи, типа обогрев руля, иконка здесь для быстрого доступа, и еще пару мелочей, исправлений в переводе. Как бы существенных немного. Последняя прошивка, которая была установлена с последними цифрами 11004, она также улучшила качество звучания музыки. Теперь при подключении, к примеру, телефона через Bluetooth и настроив эквалайзер, вы получите действительно качественный, глубокий звук. И кроме этого, кому надо, улучшена работа микрофона. Заметно улучшен звук, если вы разговариваете по телефону через мультимедиа. Это основные улучшения. Кроме этого, по UI вынесены некоторые иконки для быстрого доступа. В ранних прошивках этого не было. Внутри, в принципе, все осталось так же. Автомобиль издает много звуковых сигналов. Это происходит в разных ситуациях. Например, во время приближения к препятствию вас предупреждают. И также в разных других ситуациях. Сами звуковые сигналы я бы назвал приятными. Приходилось слышать некоторые другие, которые, конечно, раздражают. Но все же я бы убрал два сигнала. Первый — это тот, который сегодня будем убирать при достижении 120 км в час. И второй — звуковой сигнал при выезде с полосы. По моему личному мнению, от этих двух сигналов нужно избавляться. Выезд с полосы. Включаем круиз-контроль. И при выезде с полосы сдается звуковой сигнал. Если бы была возможность отключить и сигнал при выезде с полосы, я бы это тоже с удовольствием сделал. То есть руль и так дает понять тебе, что идет съезд с полосы. У нас есть возможность выбора звуковой сигнал, звук и вибра, когда идет вибрация в руль, и просто вибра. У нас нет возможности отключить звуковой сигнал при съезде с полосы. Но если бы была возможность, я бы его отключил. Иногда бывает, люди задают вопрос о том, что в какие-то моменты соединение телефона через шнур с мультимедией пропадает. Это происходит в какие-то определенные моменты. У кого-то после 150 км движения. Я подумал, сравнил с той информацией по эксплуатации, которая была лично у меня. И я уже об этом говорил. Очень часто может подводить шнур. То есть некоторые кабели, которые вы даже можете использовать в подключении телефона к компьютеру, сюда могут не подходить. Рекомендуют использовать
оригинальный кабель. Кроме этого, кабель длиной не более 1 метра. Ну, по крайней мере, так пишут в инструкции. И кроме этого, если у вас случается такая проблема, первым делом проверьте разъем своего телефона, насколько хорошо телефон коннектится с кабелем именно в месте соединения телефона и кабеля. Для того, чтобы проверить, есть ли сигнал со стороны автомобиля, нужно использовать USB-тестер. Значит, взять его, вставить в необходимое USB-отверстие. То есть, если есть ток, тестер будет включен. Если тока нет, тестер выключен. Таким образом, можно проверить этот вопрос со стороны автомобиля. То есть, если сигнал на тестере есть, то с машиной все в порядке, и нужно искать проблему в телефоне или в шнуре соединения. И для того, чтобы обновить прошивку мультимедиа, надо обратиться именно в автосалон, где вы приобретали автомобиль. Менеджер, который продает, занимается продажей автомобилей, он же и переустанавливает прошивку мультимедиа. Ну, по крайней мере, так у нас происходит. Прошивка мультимедиа занимает больше времени, это около 20 минут. Значит, вставляется флешка в разъем, система сбрасывается. То есть все ваши настройки по иконкам, либо еще какие-то другие настройки, ну, кроме связи телефона, будут обнулены. И вот уже процедура проведена. За полчаса после моего приезда была получена прошивка. За 2 минуты мне ее установили. Здесь в меню появляется вариант изменить лимит, либо же отключить его. Появляется пункт ограничения контроля. Его можно включить и менять скорость до бесконечности, либо же просто отключить. И сейчас при достижении 120 километров не происходит звуковых сигналов. Вопрос решен. Надеюсь, вам будет полезно понимание, где какую прошивку можно сделать. Желаю удачной эксплуатации. Ниже в описании к видео есть мой телеграм-канал, где вы можете спросить об интересующих вас вопросах. Также около 30 роликов, в которых я обозревал и делал обзор на разные темы, касаемо эксплуатации этого автомобиля. Следом я запишу еще один ролик по интересной тематике, поэтому рекомендую подписываться, чтобы не пропустить обновления. Через 3 недели будет большое, долгое, увлекательное путешествие на этом автомобиле. Порядка 6000 километров. Поэтому будет много интересной и полезной информации. На этой хорошей ноте прощаюсь с вами. Всем добра, мира, удачи. До встречи.